Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить изысканный десерт, придуманный известным кулинаром Огюстом Эскофье. Он назвал его «Груши прекрасной Елены». Но больше этот десерт известен под названием «Груши Эскофье». Готовится он достаточно просто и сочетает в себе нежность фруктов, прохладу мороженого и роскошь растопленного шоколада. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Начнем с подготовки груш. И прежде всего нам понадобится пол-литра воды и 1 лимон, с которого предварительно необходимо снять цедру, а затем выдавить сок. Цедра нам сейчас не понадобится, поэтому отставляем ее пока в сторону, а лимонный сок вливаем в воду. В эту лимонную воду мы будем складывать груши, чтобы они не потемнели. Теперь груши, которых нам понадобится 4-5 штук. Для этого десерта лучше использовать плотные, твердые плоды, которые будут хорошо держать форму и не разварятся в процессе термической обработки. Груши сначала необходимо аккуратно очистить от кожуры, сохраняя ее хвостик. Рекомендую очищать груши специальным ножом, так называемой экономкой, чтобы очищенная груша получилась аккуратной и визуально привлекательной. Не обязательно, но я очень рекомендую удалить у груши семенную коробочку. Делать это нужно очень аккуратно, стараясь не повредить целостность самого плода. В итоге у вас должна получиться вот такая вот заготовка, которую нужно сразу же отправить в миску с лимонной водой. Повторюсь, это делается для того, чтобы груши не потемнели, пока мы занимаемся остальными плодами. Когда все груши подготовлены, перекладываем их в кастрюлю и заливаем той же лимонной водой, в которой они лежали. Сюда же добавляем 100-150 граммов сахара, цедру лимона и пол-литра белого вина, желательно рислинга, которое отлично сочетается с фруктами. Вино можно не использовать и просто заменить его водой. Но именно вино придает этому десерту невероятный аромат и легкую пикантность. Теперь ставим кастрюлю на плиту и доводим ее содержимое до кипения. Затем уменьшаем огонь до минимума и варим груши под крышкой на протяжении 10-20 минут или до тех пор, пока они не станут мягкими, но при этом сохранят форму. Готовые груши осторожно достаем из сиропа и оставляем остывать при комнатной температуре минут на 20-30. Пока груши остывают, можно заняться миндальными хлопьями, которых нам понадобится 15-20 граммов и которые необходимо обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. А еще нужно обязательно приготовить шоколадный соус. Для этого нам понадобится 80-100 граммов черного шоколада. В шоколад, как правило, добавляют 50-60 мл молока или сливок, но я предпочитаю использовать сироп, в котором варились груши, чтобы подчеркнуть вкус самого шоколада. Но если хотите, можете использовать классическое молоко. Растапливаем шоколад на паровой бане или в микроволновке, периодически его помешивая. При необходимости количество сиропа или молока можно немного увеличить. Главное, чтобы у вас получился соус примерно вот такой консистенции, чтобы он легко стекал по груше, покрывая ее ровным блестящим слоем. Теперь пришло время собрать десерт. На порционную тарелку ставим еще теплую грушу, рядом с ней выкладываем 2-3 шарика сливочного мороженого, поливаем грушу сверху щедрой порцией горячего шоколадного соуса, присыпаем все это дело поджаренными миндальными хлопьями и по желанию украшаем листиком свежей мяты. Вот и все. Груши прекрасной Елены полностью готовы к подаче. Невероятное сочетание теплых, сочных, ароматных груш, горького с легкой кислинкой горячего шоколада, нежного, холодного сливочного мороженого и деликатного похрустывания миндальных лепестков делает груши Эскофье одним из самых популярных десертов во многих ресторанах по всему миру. Этот десерт прекрасно подойдет как для романтического ужина, так и для уютного домашнего вечера. А главное, он всегда производит впечатление. Попробуйте его приготовить, и вы убедитесь, что даже самые изысканные французские десерты могут быть простыми в приготовлении. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой.
Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!